Всем привет, дорогие друзья, с вами на связи прямиком из ЗОО Мика Сталкер. В недавнем времени приобрел страйкбольный автомат Калашникова КС-74 от фирмы ЦИМА. Данный привод я покупал с рук за весьма скромную сумму денег. Соответственно, и привод далеко не новый. После покупки практически не стрелял. И так как я не особо разбираюсь в внутрянкой страйкбольных приводов, лезть вовнутрь гирбокса я самостоятельно не стал. И сдал данный привод в страйкбольную мастерскую, где мне его перебрали, почистили, смазали и самое главное, заменили вышедшие из строя детали. Теперь привод отлично стреляет. Но внешний вид привода от этого лучше не стал. Бывший владелец, видимо, пытался красить его, потому что на некоторых частях автомата присутствуют потеки краски. Где-то краска слазит ногтем, ну а где-то и вовсе обсыпается. Ну да это еще полбеды. Почему? Потому что на некоторых частях автомата присутствует ржавчина. И кто-то сейчас скажет: Мика, так это же отличный антураж для сталкера. Но не в этом случае, ребята. Я бы с таким автоматом в зону бы точно не пошел. А полковник Снегирев и подавно. В общем, в этом видео первым делом я займусь его перекраской. А также хочу немного изменить его внешний вид на более антуражный. Для этого я приобрел дерево с боевого автомата Калашникова, а если быть точнее, то цевье и накладку газовой трубки. Бакелитовую рукоятку, также от боевого автомата Калашникова, но она на данный привод не подойдет, поэтому я придумал чуть-чуть другое решение. Попозже вам об этом расскажу. И рыжий бакелитовый магазин под 5,45, ну также естественно от боевого автомата Калашникова. В этом видео сделаем перепил по страйкбольной. А также еще в этом видео я расскажу вам, как я полностью избавился от люфта в страйкбольных магазинах. И да, изолента здесь ни при чем. Первым делом я займусь цевьем. Деревянное цевье от боевого автомата на страйкбольный автомат без доработки не встанет. Почему я решил заняться цевьем сразу? Дело в том, что после покраски автомата, краска на автомате будет какое-то время свежей. Так вот, чтобы эту свежую краску не расцарапать после каждой примерки цевья, я решил заняться цевьем сразу. Первым делом берем цевье, прикладываем к автомату и с помощью карандаша отмечаем те места, которые не дают встать цевью. С помощью отвертки нужно убрать вот эту вот металлическую штуку, которая нужна для того, чтобы цевье плотно держалось на автомате. В будущем ее необходимо вернуть на свое место. Берем канцелярский нож и убираем с помощью него лишние слои дерева. Переднюю часть цевья совсем немного нужно будет подпилить с помощью напильника. Берем цевье и примеряем его к автомату. Стало как родное. Теперь займемся накладкой газовой трубки. С помощью гравера и наждачного валика на него нужно будет выбрать пару слоев дерева вот в этом месте. Совсем немного с помощью напильника поточим накладку вот в этих местах. Теперь собираем все вместе. Внутреннюю часть накладки и цевья нужно будет залакировать коричневым лаком. Теперь можно и сам автомат подготовить к покраске. Первым делом, конечно же, необходимо весь автомат разобрать. Снимаем цевье, снимаем газовую трубку, откручиваем рукоятку и снимаем крышку ствольной коробки. Также советую обзавестись вот таким вот магнитом, чтобы не растерять болтики и мелкие детали. Снимаем направляющую шторки затвора вместе с пружиной и саму шторку затвора. Откручиваем болт переводчика огня, снимаем сам переводчик огня и внутреннюю гайку. Откручиваем ДТК, далее откручиваем переходник. Далее выбиваем пин вот в этом месте. Заранее посмотрите, где находятся насечки на данном пине, и выбивайте его в противоположную сторону.
Далее тянем ствол вперед и вытаскиваем гирбокс. Чтобы вытащить узел хопапа, необходимо открутить вот эти вот два винта крестовой отверткой. Тянем ствол вперед, а внутренний стволик вытаскиваем через ствольную коробку. Теперь приклад. Чтобы снять приклад, необходимо выбить боковой пин. Кстати, у данного автомата сломана кнопка фиксатора приклада. Я уже заказал новую кнопку и при сборке ее установлю. Вот эту вот кнопку защелкивания приклада, а также защелку магазина я решил не снимать. Что касается ствола, здесь тоже все крепится на пинах. Все, калаш разобрали, и теперь каждую часть можно подготовить к покраске. Для того, чтобы было проще снять старую краску с автомата, я приобрел вот такое вот средство для снятия краски с металла. При работе с данным средством следует соблюдать технику безопасности. Обязательно резиновые перчатки на руках и защитные очки на глазах. В комплекте идет вот такая вот трубочка, которую необходимо вставить в колпачок. Наносим средство на детали и ждем несколько минут, пока закончится реакция. Все мелкие детали для удобства я сложил в баночку и напшикал раствора туда. После чего сухой тряпкой можно убрать старую краску. Точнее, то, что от нее осталось. Данную процедуру можно произвести несколько раз. Если на каких-то частях краску не получается удалить с помощью средства, то на помощь приходит мелкозернистая наждачка. Лучше всего такой наждачкой обрабатывать по мокрому. Красить автомат я буду аэрозольной черной краской от фирмы Bosni. Это ни в коем случае не реклама, просто сама краска действительно очень хорошая. Но перед покраской я также хочу загрунтовать автомат в тонкий слой с помощью аэрозольной грунтовки от той же фирмы. Перед тем как грунтовать, обязательно обезжириваем каждую часть. Изначально я вообще думал о таком, чтобы данный привод заворонить, но позже отказался от этой идеи, потому что некоторые части привода выполнены из силумина. Силумин, для тех, кто не знает, это такой металлический сплав, заворонить который практически невозможно. Воронение существует три вида: горячее, холодное и термическое. И я хотел использовать холодное воронение. Если говорить максимально простыми словами, то холодное воронение — это такая жидкость, которая наносится на металл, после чего металл начинает чернеть. Но заворонить таким воронением силумин практически нереально. Поэтому будем красить. Кстати, боевые автоматы АКС-74 тоже шли крашеные. Для большей надежности я решил покрыть все покрашенные детали матовым лаком. Вот такие вот детали получились после покраски. Можно было бы для антуражного вида деталям добавить потертостей, но поверьте, пару игр с этим автоматом и потертостей будет с избытком. Ну что ж, начинаем собирать привод. Первым делом установлю новую кнопочку для фиксации приклада. Далее соберу ствол. Все крепится аналогично разборке. Целика у данного привода при покупке не было, благо нашелся донорский. Мало того, вот в этом месте были сломаны крепления для целика. То есть поставить целик нормальным способом не получится, поэтому придется колхозить. Гирбокс также подвергся доработкам. Дело в том, что в рамке мотора присутствует резьба, к которой прикручивается рукоятка. В данной рамке резьба слизана, и из-за этого присутствует люфт рукоятки. Недолго думая, приобрел новую рамку мотора.
Цевьё и накладку газовой трубки, как и говорил ранее, залакировал изнутри. Цевьё сидит и смотрится просто отлично. А вот у накладки газовой трубки имеются проблемы. Проблемы в виде сильного люфта. Выстраиваем максимально ровно накладку газовой трубки и нещадно заливаем эпоксидную смолу. Даем высохнуть и устанавливаем на привод. Вот и все, никакого вам больше люфта. Бонусом является то, что шомпол в деревянном цевье сидит просто намертво. Потерять его уже точно не получится. Что касается бакелитовой рукоятки и почему ее не получится поставить на страйкбольный привод. Все дело в том, что рукоятка от боевого автомата намного тоньше, чем рукоятка от страйкбольного привода. Поэтому я принял такое решение, что рукоятку надо красить под бакелит самостоятельно. Конечно, обычной краской добиться эффекта бакелита практически нереально, но со стороны будет смотреться более-менее похоже. Полазив в интернете, я находил страйкбольные рукоятки, сделанные под бакелит. Тут вообще продается целый набор. Рукоятка такая же тонкая, как и рукоятка для боевого автомата, только с ней в комплекте идет специальный тонкий мотор. И все бы ничего, покупай себе набор, покупай готовую рукоятку и ставь на привод. Да вот только если бы не сумасшедшие цены. Настало время перепила магазина. Для тех, кто не знает, что такое перепил. Перепил — это когда берется магазин от боевого автомата и из него убираются все потроха, а вовнутрь вставляется внутрянка от страйкбольного магазина. Сейчас я вам наглядно покажу, как это сделать. Для своего перепила я приобрел вот такой вот бакелитовый рыжий магазин под 5,45. Приобрел его на Озоне за 1500 рублей. Если собираетесь сделать несколько перепилов, имеет смысл поискать магазины на Авито или барахолках ВК. Берем страйкбольный магазин и прикладываем его к корпусу боевого так, чтобы добиться идеальной солосности задних и передних зубов. Чертим линии с каждой из сторон. Соединяем их сзади. Далее замеряем толщину зуба страйкбольного магазина. Лучше это сделать штангер-циркулем, но у меня его под рукой не оказалось. Вышло 2,9 мм. Отмечаем 2,9 мм на зубе боевого магазина и соединяем линии с помощью линейки. Приступаем к разборке боевого магазина. Для тех, кто никогда не разбирал магазины, учтите, что пружина снизу может сильно выстрелить. Ее необходимо придерживать рукой. Теперь вооружаемся ножовкой по металлу. Желательно использовать струбцину или тиски. Пилить стоит запасом в 1-2 мм. Бакелит пилится очень легко, поэтому вероятность закосячить очень большая. Лишнее лучше будет потом сточить напильником, чем испортить магазин. Теперь напильником стачиваем бакелит до заранее отмеченных линий. Пустой корпус должен примыкаться к автомату с небольшим усилием. Старайтесь примерять магазин к автомату как можно чаще. Сточите лишнее, лишитесь магазина. Задний зуб магазина трогать строго запрещено. Работаем только со стенками и передним зубом. Зуб точим только сверху. Металлическую окантовку из магазина следует удалить, она нам больше не нужна. Готово. Теперь следует удалить всю пыль с корпуса влажной тряпкой. Теперь займемся внутрянкой. И здесь вот какой момент. Родной магазин от Цимы чуть больше боевого магазина. Из-за этого внутрянка из страйкбольного магазина будет выпирать из корпуса боевого. Это я исправлю методом выпиливания нескольких сантиметров из корпуса самой внутрянки. Внутрянка из страйкбольного магазина сама по себе влазить в корпус боевого магазина не хочет. Поэтому берем корпус боевого магазина и с помощью напильника потачиваем его изнутри. Тем же напильником потачиваем стенки внутрянки снаружи.
Далее в ход идет гравер с наждачным валиком на него. Теперь все нужно правильно разметить. Отмеряем 9 сантиметров от одного конца магазина и ставим отметку. Также делаем и со второй стороны. Чертим линии и соединяем их сзади. Аналогично делаем с другого конца магазина, только вместо 9 сантиметров отмеряем 7. Выпилить я решил 2 сантиметра. В корпусе еще должен остаться запас в 1 сантиметр. Попозже я объясню, для чего это нужно. За кадром я спаял половинки вместе с помощью паяльника. Сейчас для большей надежности склею их с помощью суперклея и соды. Очень тщательно обрабатываем все швы. Особенно это касается внутренних швов. Теперь смазываем, соединяем, закручиваем. Так как внутрянка стала меньше, соответственно и пружина должна быть меньше. Буквально на пару сантиметров подрежем пружину с нижней ее части. Вставляем пружину. Закручиваем и проверяем. Берем лоудер и заряжаем шары в магазин. Шары должны нормально заряжаться и при этом нормально разряжаться. Если все хорошо, то вставляем внутрянку в корпус. В боевом корпусе отмечу место, где нужно будет сделать отверстие под пин. Хотя и без пина внутрянка в боевом корпусе сидит очень уверенно. Теперь нам нужна пружина из боевого магазина. Отрезаем от нее нижнюю часть, примерно на 2 деления. Отламываем вот этот металлический отросток. После чего подгибаем край пружины. Теперь вставляем пружину в корпус. Для этого я и уменьшал корпус внутрянки на 2 сантиметра. Вставляем и запираем пластиной. Вот эти щели сверху магазина можно замазать автомобильной шпаклевкой. Но в таком случае при поломке или для обслуживания внутрянку будет уже не достать. Я же просто закрасил срез на корпусе черной краской. Ну что, перепил готов, и теперь его можно пристегнуть к автомату. В начале ролика я говорил, что покажу вам, как избавиться от люфта в магазинах. Для того, чтобы избавиться от люфта в магазинах раз и навсегда, на своем 3D принтере я напечатал вот такую вот деталь. Правильное название Magwell. Устанавливается вот таким вот способом в привод. После чего магазины примыкаются намного лучше, и самое главное, в них нету люфта. Если кому-то нужен такой Magwell, то я могу напечатать его на заказ. Для этого пишите мне в ЛС ВКонтакте или в наш магазин Хабар Мешке. Все ссылочки будут в описании под этим роликом. Последним делом осталось установить ремень.
Вот такой вот автомат Калашникова АКС-74 у меня получился. Если вам понравилось данное видео, то обязательно поддержите меня своим лайком и подписочкой на этот канал. Впереди вас ждет много всего интересного. А также хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто донатит на новые проекты. Если тоже хочешь помочь каналу, то ссылочка на Donation Alerts будет в описании под этим видео. Ну а с вами на связи был прямиком из ЗАО Мика Сталкер. Всем пока и до новых встреч в новых видео.